Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный и очень яркий и на вкус, и в разрезе торт доминикана. Торт со вкусом тропических фруктов, очень нежный, очень пропитанный получается. Готовится из простых и доступных продуктов, несложный в приготовлении, и готовить я его буду без желатина, при помощи ручного миксера, то есть самым простым и доступным способом. И сначала приготовим шоколадный бисквит. 340 грамм муки, добавляю туда 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Все это я просто перемешиваю. Сухую смесь всегда готовим заранее. 6 яиц среднего размера, обязательно щепотку соли добавляем, 16 грамм ванильного сахара, взбиваем просто до состояния пены и добавляю туда 280 грамм сахара. Все это взбиваю примерно около 3 минут. Сейчас я добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, дальше уже ничего не взбиваю. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь, обязательно просеиваем, иначе потом такие белые вкрапления будут очень некрасивые в тесте. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Перемешиваю просто миксером, ничего здесь не взбиваю, просто перемешиваю до однородности. Вливаю туда еще сейчас 100 мл крутого кипятка и сразу же все перемешиваю. Тесто достаточно такое жидковатое будет, но это нормально. Выпекать буду на среднем уровне при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 50-60 минут. Итак, бисквит у меня испекся, я извлекла его из формы, когда он уже полностью остыл до комнатной температуры. Срезаю сейчас с него шапочку. Мы ее потом будем использовать для обсыпки тортика. Сейчас при помощи кондитерской насадки 1М, то есть не совсем маленькой, но и не огромной, такой средней насадки, я делаю в корже вот такие отверстия. Насадку, когда мы погружаем, мы не доходим до дна, то есть хотя бы минимум сантиметр со дна должен оставаться. То, что мы оттуда, так сказать, высверливаем, нам тоже понадобятся вот эти остаточки бисквита. Ставлю это все в форму и убираю пока что в сторону. Здесь у меня покупной сок тропических фруктов. Сок должен быть ароматным и очень вкусным. Но они сейчас везде продаются, можно выбрать марку, которая вам наиболее нравится. 750 мл этого сока я сейчас довожу до кипения, но не кипячу. 6 яиц я разделяю на желтки и белки. Использовать в этом рецепте белки я не буду, они мне не потребуются. Буду использовать 6 желтков. Если у вас нет желтков, вы можете использовать 2 просто яйца среднего размера. Итак, 150 грамм сахара, добавляю туда 90 грамм кукурузного крахмала, все это перемешиваю, вливаю туда еще 250 миллилитров сока, вот этого же тропических фруктов, то есть в общей сложности мне понадобится литр этого сока. Добавляю туда сейчас 6 желтков. И еще раз здесь хочу напомнить, если у вас нет 6 желтков или вы не хотите с ними возиться, вы можете использовать просто 2 яйца среднего размера. Но с желтками вкус, конечно, роскошный получается. На данном этапе все очень хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Это очень важно, особенно желтки нужно накрыть предварительно, если они у вас подольше постоят, чтобы они ни в коем случае не затянулись пленкой. И сейчас непрерывно помешивая в центре кастрюли, вливаю в закипающий сок всю смесь с желтками и крахмалом, очень бережно, тонкой струйкой. И на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые пузыри, я с этого момента буду кипятить это еще примерно 20-30 секунд и снимаю с огня. Сейчас 2/3 всей этой массы тропической, еще она должна быть очень-очень горячая. Я выливаю вот на эти отверстия, чтобы все отверстия у меня заполнились вот этим, так сказать, курдом, скажем так, назовем его так, тропическим. И 1/3 оставляем на потом. Мы это будем потом использовать. Разравниваю сейчас все это.
Вот для этого нам нужно было уже изначально подготовить форму, подготовить вот эти отверстия, чтобы сразу горячий вот этот курд тропический нужно было нам залить уже в эти готовые отверстия. По-другому здесь работать не получится, и очень важно, чтобы вы работали сразу с горячим этим курдом. Максимально хорошо разравниваю, насколько это возможно, чтобы потом в разрезе все смотрелось красиво. Убираю сейчас в холодильник до полного застывания. Итак, здесь у меня осталась 1/3 примерно вот этого курда, назовем его так, тропического. Переливаю все это в емкость, где оно у меня будет остывать, эта масса, до комнатной температуры. Потом все это взобьем со сливочным маслом, получится вкуснейший крем. То есть, в принципе, торт этот посредством не такой уже дорогой получается. Эту заварную основу я сейчас накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю ее остывать до комнатной температуры. Здесь у меня 250 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю все это до побеления и пышности. И добавляю сейчас туда по 2 примерно столовые ложки уже вот этого курда застывшего. И буду также взбивать это до однородности. Крем этот мы просто объединяем, не взбиваем его до устойчивости. Мы сейчас туда добавим шоколадную крошку, и потом в разрезе, благодаря тому, что он такой мягковатый, он у нас будет смотреться именно очень нежным и таким пластичным. То есть благодаря этому он не будет таким жестким масляным кремом в разрезе. И во вкусе тоже. Вот эти остаточки бисквита, которые мы высверливали из бисквита, я сейчас вот так просто пальцами перетираю, это очень быстро делается, и смешиваю всю эту крошку уже вот с этой массой полученной. И разравниваю уже по полностью остывшему слою. Вот эта масса, естественно, у нас тоже не горячая, комнатная все это температуры. Все это разравниваю и убираю сейчас в холодильник, где-то хотя бы на час, чтобы масса это уже у меня схватилась, чтобы я сверху могла сливочный слой наносить. Можете это на ночь убрать. Это тоже нормально, то есть чтобы вам уже на следующий день просто взбить сливки и уже можно это все подавать. Очень хорошо разравниваю, чтобы в разрезе это все смотрелось очень достойно и красиво. Когда все это остыло уже, я взбиваю сливочный крем. 250 мл очень холодных сливок для взбивания, 8 грамм загустителя для сливок, 30 грамм сахарной пудры и 8 грамм ванильного сахара. Если у вас сливки от 33% жирности и выше, здесь не нужно тогда использовать загуститель для сливок. Я использую, потому что у меня сливки всего лишь 30% жирности. Взбила до устойчивых пиков и наношу этот крем сразу на корж, после того, как у меня торт уже хорошо отстоялся в холодильнике. Если по каким-то причинам вы не можете купить сливки или вам покажется дорого, вы можете также использовать здесь белково-заварной крем. Ссылочку на его приготовление ручным миксером я вам оставлю, конечно же, в описании к данному видео. Именно на ту пропорцию крема, которую вам и нужно будет сделать для этого торта. Тоже подойдет, будет интересное очень сочетание. И как раз используются оставшиеся белки. Сейчас я беру шапочку от бисквита, которую я срезала в самом начале, измельчаю ее просто руками. Вы можете это и в измельчителе сделать, потому что руками остаются все равно такие небольшие крошки, но это как вам уже нравится. Оставшейся крошкой я покрываю тортик. И в принципе мой торт уже готов. Я его не буду здесь убирать в холодильник, потому что сливки очень холодные. Они уже сразу схватываются также на холодном торте. Плюс вот эта вот крошка сверху, она также дает немножко стабильность сливкам. Но сливки здесь должны быть очень хорошо взбиты, либо же с загустителем, либо благодаря своей жирности. Вырезаю торт из формы, он очень хорошо извлекается из формы. Даже сбоку все слои очень хорошо прослеживаются. Здесь для декора я использую просто свежие нектарины. Нарезаю их вот на такие мелкие дольки и украшаю ими просто по своему желанию тортик. Его очень удобно разрезать на порционные пирожные. Разрезать его лучше горячим сухим ножом этот торт. Он прекрасно нарезается тогда. Слои прекрасно все прослеживаются. Торт незабываемо просто вкусный. Съедается мгновенно такой тортик. Сразу отвечу на вопрос в комментариях. Если вы захотите круглую форму для него взять, 24-26 см в диаметре на это же количество продуктов. Вот такой шикарный разрез у этого торта получается. Он отлично держит форму при комнатной температуре. Если вы все сварите правильно, эту заварную основу, все будет идеально держаться. Вот так прекрасно он надламывается вилкой. Торт нежнейший, это видно на видео.
насколько он пропитанный, влажный, мягкий получается этот тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.